Ребят, всем привет! Всех поздравляю со средой. Великолепный, немножко дождливый день сегодня. Мы отправляемся на чудесную поездку из Сент-Кэтринса под место, которое называется Hilton Falls, так как на него нужно делать appointment и записываться для того, чтобы прийти онлайн. Просто переходишь по веб-сайту, вносишь свою информацию, номерные знаки. $6 стоит посещение парка, в котором есть несколько достопримечательностей. Это Lookout Spot, это водопады, сеть водопадов, также еще парочку других мест, которые у меня занесены в места, в которые я хочу посетить, to go places в Гугле, поэтому в зависимости от нашей погоды, позволит ли она нам сегодня снять хорошие кадры с дрона, либо же просто местности, будет видно. Пока прошел в Сент-Кэтринсе легкий дождик в Ниагаре, и небо не особо чистое, но посмотрим, как мы будем уже на месте. Увидимся с вами, ребята, там. Вот мы и на месте, добрались за часик через Торонто Area до Hilton Falls. Довольно-таки большая территория, я зарегистрировался ранее, поэтому проехал без задержки. И примерно такая информация нас ждет при въезде. Это все пешие прогулочки, которые доступны, где можно походить. Надо разобраться, чем мы будем заниматься и где находится сам фолс. Мне кажется, я потерял свой трек, потому что тут я вижу только синие меточки. Нету желтых или оранжевых, то, которые должны нас были привести в нужное место. Поэтому погнали по ступенечкам вниз. Хоть я знаю, тут нету маркинга, но я предлагаю спуститься и посмотреть на эту красоту. Блин, так красиво. Да, маленький водопадик. И похоже, что это именно место. Именно те ступеньки, которые мы искали. Красиво как. Сначала посмотрим на эти великолепные зелень, эти камни. Что я хочу сделать, это поставить трипод для того, чтобы он записывал таймлапс, а самому сделать очень красивое видео с дрона, с воздуха, чтобы был виден сам водопад. И при этом одновременно GoPro записывала таймлапс красивого водопада, потому что вид действительно просто шикарный. Просто великолепный.
общем, я провел целый час возле водопада, делая просто начало с того, что делал фотографии и видео. Закончил тем, что поставил таймлапс и просто сидел и смотрел, как другие люди фотографируются, и при этом наслаждался каждым моментом этого великолепного пейзажа, потому что очень чувствуется такое уединение, тишина вокруг. Мы в лесу, который охраняется, который поддерживается, за которым присматривают. Нельзя оставлять после себя мусор, само собой. Но было великолепно. Я полетал на дрончике, снял пару кадров с высоты и идем на парковку. Хотел вам рассказать, ребят, что такие зоны, в которых я сегодня побывал, называются Conservation Area. Что это значит? Это какую-то определенную зону природы берут и в прямом слове законсервируют. Ее облагораживают, за ней следят, чтобы она оставалась в таком же виде, ни в худшем, ни в лучшем, чтобы никто не сорил, чтобы не трогали деревья, животных. Такие зоны создаются снова же для того, чтобы сохранить какие-то редкие виды животных, растений, для того, чтобы сохранить место в парке, в котором каком-то огромный такой большой участок земли, в котором природные достояния останутся нетронутыми. Я считаю, это отличная идея. Я уже пришел к машинке и будем выдвигаться на Ниагару, так как уже 7:30 вечера. Час домой ехать. По дороге заедем что-то, может, какой-то сэндвич возьмем. Возьмем мы и будем направляться домой. Увидимся.